Привет всем и добро пожаловать на The Real Deal Channel, канал о вкусной еде, путешествиях и многом другом. Сегодня вместе с вами мы приготовим невероятно вкусный казан-кебаб по узбекскому рецепту. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, оставляйте комментарии и переходите на наш Instagram и Facebook, который находится в описании к этому ролику. Поехали! Если вы смотрели наше предыдущее видео, то у нас была ровно половина туши барана, которую мы разделили на две части. Первую часть мы использовали для приготовления хашламы, ну а вторую часть сегодня мы используем для приготовления наивкуснейшего узбекского блюда казан-кебаба. Для этого нам понадобится три главных ингредиента. Это мясо, баранина, картошка и лук. Мясо у нас примерно килограмма 3. Для этого блюда рекомендуется брать его на косточках. Это челогач и ребрышки. Но поверьте, никакими другими кусками барана вы не сможете испортить это замечательное блюдо. Картошки возьмем мы примерно 1,5 килограмма среднего размера, для того, чтобы она не разварилась в процессе приготовления нашего блюда. Также 3 луковицы, ну а из приправ у нас это соль, перец, ну и конечно же зира, без которой в Узбекистане не готовится ни одно блюдо. Мы ее возьмем в зернах и также в молотом виде. И также примерно 500 мл растительного масла. Так как мясо у нас довольно жирное, я срежу немного жира, и на этом жире вместе с маслом мы будем готовить казан-кебаб. В Узбекистане в основном используют курдючный жир для приготовления многих блюд. Но так как наш канал вещает из солнечной Флориды, к сожалению, здесь нет такого деликатеса, и нам приходится срезать его с кусков мяса. Сохраним вам немного времени, и вот уже мясо отделено от жира, лук нарезан полукольцами, и можно приступать к следующему этапу приготовления. Приступим к разжиганию огня. Сначала огонь должен быть сильным, чтобы наш многоуважаемый казан хорошо нагрелся. Если вы готовите на плите, то огонь также должен быть на максимум. Как только казан нагрелся, заливаем масло и где-то через минуту добавляем жир, который мы обрезали с мяса. Жир придаст блюду ароматный вкус. Масло накалилось, жир растопился. Вытаскиваем жир, он нам больше не понадобится. Теперь будем обжаривать лук, мясо и картошку по отдельности. Главное мясо и картошку довести до полуготовности. Забрасываем лук, обжариваем, постоянно помешивая до золотистой корочки. Лук готов, покрылся золотистой корочкой. Достаем и выкладываем в отдельную тарелку. Он нам понадобится в самом конце. Теперь закладываем мясо и обжариваем также до румяной корочки. Если мяса много, то придется обжарить в 2 захода. Тут главное, как говорится, запечатать мясо и не пересушить его, оставив весь сок внутри.
Ну что ж, мясо обжарили до золотистой корочки, выкладываем в отдельный таз и приступаем к обжарке картошки также до золотистой корочки. Пока картошка жарится, берем мясо и добавляем специи. На наше количество это примерно 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка перца, 1 столовая ложка зиры в зернах, которую лучше перетереть, чтобы она дала свой аромат. И также 1 столовая ложка зиры в молотом виде. Тщательно перемешиваем. И наше мясо готово для дальнейшего использования. Картошка обжарилась, достаем в отдельную тарелку, лучше брать глубокую, для того, чтобы было легче перемешивать. Так как нам столько масла не нужно, и чтобы оно не сгорело, надо слить его, оставив грамм 100-150 на дне казана. Будьте аккуратны, так как масло очень горячее. Убираем огонь на минимум. Если вы готовите на плите, то огонь можно выключить, чтобы масло не сгорело. В картошку добавляем специи, соль, перец и молотую зиру по вкусу. Тщательно перемешиваем. Теперь закладываем сначала картошку, а сверху и по бокам мясо. Заливаем примерно 1,5 стакана горячей воды. Убираем огонь на минимальный. Закрываем крышкой и оставляем минут на 40-45. Вот и прошло 40 минут, во дворе невероятно вкусный запах казан-кебаба, дымок выходит из казана, а это значит, что блюдо готово. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Красота! Выложим мясо, картошку в ляглян, добавим обжаренный лук, который приготовили в самом начале, и можно смело приступать есть это лакомство. Приятного вам аппетита! В долине гор красавец мой Ташкент, он
по-весеннему всегда одет. Повсюду дыни и арбузы тут, фисташки и миндаль везде растут. Здесь витамины круглый год вас ждут. Здесь в каждом доме крепкий чай готов, и в казане горой томится плов. В любую дверь стучись, дадут ночлег. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал, переходите на Instagram и Facebook страницы, которые мы оставим в описании к этому видео. До скорых встреч!